Остров Сире всегда казался маленькой макаке по имени Майя огромным и непреодолимым миром. Здесь, среди густых тропических крон, скалистых утесов и шумных прибрежных деревень, жизнь текла по законам джунглей. Каждое утро начиналось с соленого морского бриза, пробивающегося сквозь листву пальм, сочного вкуса диких фруктов и звонких перекличек ее стаи. Майя была молодой, любопытной и немного осторожной самочкой, которая любила исследовать прибрежные камни у самой воды, выискивая выброшенные волнами дары моря. Но океан вокруг Сире умел быть не только ласковым, но и жестоким. В тот день небо затянуло плотными, как свинец, тучами. Свежий ветерок быстро сменился шквалистым порывом, а привычный шум прибоя превратился в оглушительный рев. Нахлынувший тропический шторм застал Майю на самом краю песчаной косы, где она искала укрытие от первых тяжелых капель дождя. Внезапно мощный порыв ветра обрушил подгнившую ветку дерева, на которой она пыталась удержаться, а следом накатила гигантская волна. Морская пена захлестнула глаза, ледяная вода сжала дыхание, и течение, бессмысленное и беспощадное, вырвало маленькое существо из привычного мира, увлекая вдаль от берегов Сире. Когда шторм утих, оставив за собой лишь мерную и глубокую зыбь, Майя оказалась в полной изоляции. Вокруг не было ни знакомых деревьев, ни привычных запахов джунглей, лишь безбрежная прозрачно-синяя гладь океана, уходящая за горизонт. Цепляясь за небольшой обломок бамбука, случайно подхваченный течением, крошечная обезьянка судорожно гребла из последних сил. Каждая новая волна накрывала ее с головой, заставляя задыхаться и судорожно сжимать мокрую древесину. Мышцы затекли, лапы дрожали от переохлаждения и запредельной усталости, а в глазах застыл глухой, животный ужас. Океан нес ее прочь от родного острова Сире в сторону Кокосового острова, Комапрао. Между этими точками пролегали километры глубокой воды, преодолеть которые для маленького сухопутного зверька было почти невозможной задачей. Время потеряло счет. Каждая минута казалась вечностью. Силы покидали Майю, дыхание становилось поверхностным, а цепкие пальцы постепенно слабели, готовые вот-вот соскользнуть в бездну. В это же время в морском проливе находилась небольшая катерная лодка местных тайских спасателей и добровольцев, регулярно патрулировавших прибрежные воды. Они любили море и знали его опасности, но даже для них увидеть в нескольких километрах от суши одинокую обезьяну, тонущую среди океанских волн, стало неожиданностью. «Смотри, там что-то темно-серое среди пены!» — воскликнул один из мужчин на борту, указывая рукой в сторону горизонта. «Неужели животное? В такой дали от суши?» — откликнулся капитан, немедленно повернув штурвал. Лодка замедлила ход и осторожно подошла к цепляющемуся за жизнь зверьку. Мужчины увидели дрожащую от страха и холода самочку макаки, чьи глаза были расширены от ужаса. Она едва держалась на воде, выбившись из последних сил. «Тихо, тихо, малышка! Поможем тебе, держись!» — ласково проговорил один из спасателей. Соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не напугать животное еще больше и не дать ему уйти под воду, мужчины протянули к ней руки и специальный подручный предмет. Майя, судорожно зашипев от страха перед незнакомыми гигантами, инстинктивно зацепилась за протянутую помощь. В следующий миг сильные и заботливые руки человека бережно подняли мокрое, замерзшее тело из воды прямо на деревянную палубу катера. Оказавшись на твердой поверхности палубы, Майя сжалась в тугой комок. Ее шерсть намокла и слиплась, сердце колотилось с бешеной скоростью, а дикий взгляд метался от одного человека к другому. Она не понимала, что происходит. Судно слегка покачивалось, шумел мотор, а вокруг стояли люди. Спасатели немедленно окружили ее теплом и вниманием.
Они понимали, в каком тяжелом шоке находится зверек. «Она не ранена? Проверь, нет ли повреждений», — беспокоился капитан. «Вроде цела, но ужасно испугана и вымотана». «Посмотри, как она дрожит», — тихо ответил его напарник, накрывая ее плотным сухим полотенцем и аккуратно защищая от холодного ветра. Мужчина присел рядом с ней на корточки, опустившись на уровень глаз животного, чтобы не выглядеть угрожающе. «Не бойся, маленький человечек в пушистой шкурке. Все позади. Ты спасена, дочка. Ты выжила». Люди достали запасы свежей питьевой воды и сочные фрукты. Сначала Майя не решалась прикоснуться к еде, боязливо озираясь по сторонам. Но добрый тон голоса, мягкие движения и искренняя забота людей постепенно рассеяли ее дикий страх. Она несмело протянула мокрую лапку, взяла предлагаемый кусочек угощения и начала жадно есть. С каждым проглоченным кусочком к ней возвращались силы, а в глазах вместо панического ужаса появлялось осмысленное удивление. Спасатели с улыбкой наблюдали за тем, как маленькая самочка постепенно успокаивается, понимая, что эти двуногие гиганты не причинят ей вреда. «Подумать только», — рассуждал один из спасателей, глядя на проплывающие вдалеке силуэты островов. Ее унесло аж с острова Сире. Преодолеть такое расстояние по открытому морю — это же настоящие десятки километров. Настоящее чудо, что мы оказались рядом и заметили ее. Поскольку возвращаться на Сире против сильного течения и волн было слишком рискованно, а сам зверек был слишком слаб для долгого путешествия, команда приняла решение доставить спасаемую пассажирку на ближайший безопасный зеленый остров. Кокосовый остров, Ко-Мапрао. Там располагались густые, тронутые лишь минимальным присутствием человека джунгли с изобилием пресной воды, диких фруктовых деревьев и родственных популяций макак. Лодка уверенно рассекала морскую гладь, приближаясь к пышным изумрудным холмам Ко-Мапрао. Майя уселась на краю судна рядом со своими спасателями. Она уже не пряталась и не шипела. Морской бриз сушил ее шерстку, а ласковое тайское солнце дарило долгожданное тепло. Время от времени она переводила взгляд с приближающегося берега на лица людей, словно выражая молчаливую благородную благодарность за подаренную вторую жизнь. «Смотри, как внимательно она смотрит на остров», — тихо проговорил капитан, уменьшая обороты двигателя. Она чувствует, что дом совсем близко. Катер подошел к мелководью у самого берега Кокосового острова, где густые кроны деревьев спускались прямо к золотистому песчаному пляжу. Лодка мягко уткнулась носом в прибрежный песок. Один из спасателей аккуратно подвел Майю к борту, показывая ей путь к суше. Обезьянка замерла на секунду, глядя на раскинувшиеся перед ней тропические джунгли Ко-Мапрао. Зеленые заросли манили ее запахами свежей листвы, земли и свободы. Однако перед тем, как спрыгнуть, Майя на мгновение обернулась к людям на катере. В ее темных выразительных глазах больше не было страха, только тихая, глубокая признательность. «Давай, малышка, беги, пора домой!» — напутствовали ее добрые голоса. Майя спрыгнула с борта на мелководье, мгновенно преодолела пару метров полосы прибоя и взбежала на сухой мягкий песок пляжа. Очутившись под затененной кроной первого же прибрежного дерева, она ловко взобралась на нижнюю ветку, зацепилась за кору и еще раз посмотрела назад, на уходящую в море лодку. Мужчины на катере махали ей руками вслед, улыбаясь искренней радостью, которую дает только доброе дело, совершенное безвозмездно и от всего сердца. Майя издала тихий короткий клич, прощальным салютом отозвавшийся в тишине прибрежного леса, и в одно мгновение скрылась в густой зелени Кокосового острова. Океан, который едва не отнял у нее жизнь, благодаря человеческому милосердию стал лишь мостом к новому дому. Эта история не просто случайная встреча в море.
Это напоминание о том, что среди бескрайних просторов природы любая жизнь, человеческая или дикая, невероятно ценна. Спасатели с канала We Love Animals в очередной раз доказали, сострадание и готовность прийти на помощь не знают языковых или биологических барьеров. Маленькая самочка макаки, преодолевшая смертоносные волны от острова Сире до Кома-Прао, обрела не только спасение, но и навсегда оставила след в сердцах тех, кто протянул ей руку помощи в самый темный час ее жизни.